Всем привет, с вами Игорь. Сегодня не совсем такое стандартное мое видео по альтернативной энергетике, а по монетизации канала, как я прошел этот весь путь. Ну, почти еще не совсем весь, но почти весь. Вот. До письма вот такого вот пришло мне письмо, бумажное письмо от Google AdSense с подтверждением адреса. Но мы еще до него дойдем позднее. Я вам покажу, что там внутри. Вот, я думаю, так подумал, что это видео будет интересно тем, кто только вот начинает заниматься каналом, у кого еще нет 1000 подписчиков. В всяком случае, мне это было тогда очень интересно, как это все происходит, какая там схема, как ее включить, эту монетизацию, как происходят выплаты, за что они начисляются и все такое. Ну и сколько, естественно, самое главное начисляется. Я это тоже расскажу, ну сколько у меня на сегодняшний день вот идет. Вот. Итак, чтобы по новым правилам, да, чтобы сейчас включить монетизацию, надо, чтобы было не меньше 1000 подписчиков и не меньше 4000 часов просмотров за последний год. Я этого достиг вот 4000 еще раньше, даже еще до Нового года. Сейчас у нас начало лета. А вот 1000 подписчиков у меня еще не было. То есть 4000 уже было часов, потом стукнуло 1000 подписчиков. Вот, как только я достиг вот этих вот параметров, мне пришло письмо от YouTube, ну, от Google, что вы достигли и вы можете включить монетизацию. Там ссылка на регистрацию своего аккаунта AdSense. Я перешел и зарегистрировал свой аккаунт AdSense. Для чего он нужен? Ну, из YouTube как бы деньги выводить нельзя. YouTube это просто платформа для авторов, где вы можете выкладывать там свой контент, видосики показывать, общаться. Вот. Но с деньгами эта платформа ничего общего не имеет. Там они начисляются, эти деньги, да, но они как бы не виртуальные. Таких снять, вывести, куда-то перевести невозможно. Это можно сделать только через AdSense. То есть это как бы кошелек, электронный кошелек YouTube. Вот, у вас там происходит каждый месяц, в конце месяца транзакция с YouTube на AdSense, а с AdSense вы уже переводите на свою карточку, чеком деньги получаете и так далее. То есть без AdSense никак. Вот, я вот этот AdSense зарегистрировал. В AdSense вы указываете свои паспортные данные, настоящие, потому что они потом будут переводиться на вашу платежную карточку. Там никаких ников выдуманных не должно быть, таких как на Ютубе. Там все должно быть так, как оно есть в жизни, по паспорту. Вот этот адрес ваш, настоящий реальный адрес, индекс почтовый тоже очень важно, точный индекс. Вот, ну и паспортные данные все. Вот, я это открыл, зарегистрировался и, как думал, подал заявку на монетизацию. Но на самом деле я ее не подал, я вот до сих пор не пойму почему, или из-за какого-то глюка в программе YouTube, или что там оно нельзя было сделать с андроида тогда, а потом стало можно. Ну не знаю, это и моя ошибка, или их какая-то недоработка в программе. Короче, до сих пор я еще не разобрался. Ну, короче, ждал я вот это вот одобрение монетизации месяц, 2, 3 ждал, ничего не происходит. Вот. Потом я как-то... пришло мне письмо опять от Гугла. Ну, там обычная рассылка для авторов, там, каждомесячная, там, как можно улучшить канал, там, какой у вас прирост канала за месяц, ну и вся такое. И там оказалась ссылочка на творческую студию расширенной версии. Вот, потому что у меня обычная творческая студия в YouTube для андроида, она отдельно скачивается. Вот, а вот эта творческая студия для компьютера, она открылась в Chrome, то есть в браузере уже. Вот, расширенная версия. И там очень много кнопок, всяких функций, включить эту же монетизацию и все такое. Короче, я нажал вот эту «Включить монетизацию», и меня сразу там появилось 3 шага. По-моему, в AdSense. Меня опять перекинуло на AdSense, и 3 шага «Включить монетизацию». Первый, ознакомьтесь с договором. Вот, там, ну, просто первый шаг, это вот «Включить монетизацию», это надо просто прочитать договор, там, какой дележка денег, там, YouTube
кстати, берет меньше 50%. Если взять за 100% доход от рекламы, то автору даже больше 50%. Я уже не помню насколько, но больше точно помню. Больше 50% дохода с рекламы YouTube отдает авторам. Это, я считаю, интересно и справедливо, как по мне. Вот. Ознакомиться с договором, там все расписано. И в конце там нажать кнопку «Согласен». Там. Все, это первый шаг пройден. Второй шаг — это связать канал ваш на YouTube с аккаунтом AdSense. То есть должна быть связь. То есть алгоритм там или что, оно должно увидеть связь между вот этим вашим новым аккаунтом AdSense и каналом. Надо связать вот это, чтобы знать, откуда перечислять деньги и на какой канал. Чтобы вот эта связь. Вот эта связь у меня первый раз не получилось создать. Почему-то, не знаю почему. А второй раз я это сделал тоже с планшета, кстати. Что интересно, оказывается, теперь все это можно делать с планшета, с андроида, включать монетизацию, и все эти операции можно. Ну, компьютер я уже заказал, как бы, когда это второй раз включил. Но он мне и так нужен, что там и картинки надо делать на видео, и монтаж видео. Ну, компьютер, короче, это... Планшет — это так, посмотреть какую-то аналитику, что-то там простенькое сделать, чисто для просмотра, там видосики посмотреть. Но если вы собираетесь что-то делать на ютубе, там, ну, развивать канал серьезно, там, делать хорошие картинки, там, монтаж видео какой-нибудь хотя бы, то компьютер все равно нужен. Вот. И вот этот вот я связал этот, и сразу, как только третий шаг вот этот выполнен, алгоритм определяет эту связь между YouTube и AdSense, сразу начинает работать, включается третий шаг автоматически, его даже включать не надо. Там просто первый шаг желтый был, там выполнить, а появилось выполнено, потом второй выполнено, и третий сразу, если второй выполнено, зелененьким светится, то есть определилась связь, сразу включается третий шаг, выполняется, это третий шаг, это рассмотрение вашей заявки, она как бы автоматически подается после выполнения второго шага. Вот, и рассмотрение вашей заявки, ну там я уже ждал, вот когда все правильно сделать, буквально 2 дня, и пришло уже сообщение, там опять на Google письмо, это вот почта, Google Mail, это электронная почта, что поздравляем вас, ваша заявка одобрена, теперь вы можете монетизировать свой канал и получать доходы. Я понаставлял там везде на всех видео сразу, кстати, в этой расширенной версии, вот это вот надо все делать. Вот это вот важные такие шаги через именно расширенную версию на компьютере, для компьютера. Хотя на нее можно зайти, как оказалось, из планшета. Вот так вот я по ссылке зашел. Так я ее не нашел, а вот по ссылке зашел с письма. Вот. И, кстати, на творческой студии на планшете, вот это вот для андроида, там нет расширенной кнопки, расширенная версия, чтобы перейти на нее. Там только вот такая вот творческая студия, и все. Как я так вот перешел на нее с письма. Вот. И я это понаставлял, там зелененький доллар, только почему-то возле одного видео у меня оказался желтый доллар. Что-то они решили, что он какая-то ограничена на нем монетизация, типа желтый доллар. А так-то везде все зеленый доллар. Все, появилась реклама на видео, появилась новая графа во всех творческих студиях и для компьютера расширенной версии, и для андроида. Тоже появилась новая «Ваш доход». Вот там графики строят, там доход за последний месяц, за последние недели, ну так как и все там просмотры там. И цена за 1000 показов, все это показывается. Но, опять же, в расширенной версии там намного шире всех этих параметров, намного понятней, можно лучше анализ этот произвести. Ну, все намного лучше для версии для компьютера. Вот. И там прошло буквально, ну, за конец апреля у меня накапало там что-то около $6. За конец апреля, там где-то за дней 10. И пришло мне опять письмо, требуется от вас действие. Подтвердить свою личность. Вот. И подтвердить свою личность можно было, например, сфотографировав паспорт. Ну, там можно было, права подходили для... Ну, там главное, чтобы фотка была, ваша фамилия, имя, это все, это подпись вроде бы. Ну, что-то такое. Короче, паспорт подходит. Наш паспорт, заграничный паспорт.
Вот. И первый раз я, короче, сфоткал свой паспорт. Ну, я так понял, это раньше не было, вот это подтвердить свою личность, да, сфоткать паспорт. Наверное, участились кражи каналов или какие-то аферисты появились, мошенничество на ютубе. Я не знаю почему, но вот так появилась такая функция подтвердить свою личность. Вот. После того, как накапали там последний месяц какие-то там доллары, это требуется, типа, чтобы получать выплаты. Дальше продолжать вот, монетизацию. Вот, я первый раз сфотографировал паспорт, но его не приняли. Пришло письмо, что типа там края затененные, там что-то им не понравилось, или я пальцем что-то закрыл, когда ее держал, что-то такое там. Второй раз, короче, паспорт должен быть, когда вы будете фотографировать, он должен полностью разложен, хорошо видны две страницы, ваш свет хороший, чтобы никаких теней не было, руками ее тоже нельзя держать, потому что если вы будете затенять, вот так вот держать там или одной рукой, угол какой-то, уже оно не годится, вот, надо ее положить на что-то, развернуть так аккуратненько, чтобы он был весь виден, четкость, резкость, чтобы была читаемость, все, фотография ваша понятная. Все, короче, за второй раз у меня получилось. Пришло опять письмо, ваша личность подтверждена, поздравляем, все такое, все такое. Вот. И после этого мне уже после подтверждения моей личности и после того, как накапали первые вот эти доллары, выслали мне вот это вот письмо. Вот, бумажное. Вот, видите? Вот. Но там еще, сейчас мы дойдем еще до письма, у меня еще там висело в Google AdSense и в творческой студии для компьютера сверху такое объявление, на которое я не обращал внимания, игнорировал, вот, типа у вас не заполнила налоговая форма какая-то там. Ну, я думаю, зачем мне эта налоговая форма, короче, я ее так махнул рукой, но потом по прошествии она так висела, 2-3 недели прошло. Вот, они мне присылают опять письмо. Мы обнаружили, что у вас не заполнена налоговая форма. Вот так вот, представляете? Вот, пришлось заполнять. Почему? Ну, можно было бы не заполнять ее. Там вроде бы написано, если не хотите заполнять, то мы просто будем с вас удерживать 24% налога на весь контент. А это получается, для чего эта форма нужна? Что если у вас идет трафик с Америки, США, то есть вас кто-то смотрит с территории США, то вы, получается, как бы типа зарабатываете на территории США деньги, и значит вы должны уплатить налог. Вот. Ну, меня, наверное, никто не смотрит с территории США. Вот, я так думаю. Да и кто меня смотрит сейчас тоже вряд ли. Поэтому я считаю, что это такая форма, она чисто символическая. Хотя, может, кто-то и будет смотреть, там, какой-то цент высчитают, ну, пускай. Вот. А если ее не заполнить, эту форму, то будет высчитываться 24% на весь контент с любой страны, даже с нашей, с Украины, с России. Настолько я это понял так вот, что будет высчитываться 24% на любой доход с любой страны. Это совсем не интересно, поэтому стоит заполнить ее, я вам советую. Там надо, ну там все просто, идентификационный код надо ввести, и там все так построено, просто там да или нет, выберите какой-то ответ, там вы физическое лицо, если юридическое, то поставьте там или там галочку. Ну, короче, очень просто так все построено, понятно, интуитивно, все без проблем там заполняется. Выбирать надо налоговую ставку минимальную, которая у вас там высветится. Вот, там 0% или 5% или 10%, почему-то в Украине минимальная 10%, в России 0, я не знаю, почему так. Вот, минимальную ставку выбираете, там, ну, там все это пишется, и видео, кстати, есть перед заполнением налоговой вот этой вот декларации, как я ее называю, посмотрите видео в ютубе, там пошагово люди показывают, как это все заполнить, там есть и тот же Канаден, показывал, я на него подписан, специалист по ютубу такой. Вот, короче, заполнил я эту налоговую, ее приняли, одобрили, все такое. И уже пришло мне письмо, вот вчера только забрал, вот такое вот бумажное письмо мне прислали, Google AdSense, вот оно, покажу вот так вот. На одной стороне просто написано Google AdSense и оторвать здесь. На второй стороне вот это вот я заклеил свой адрес, просто он вам не нужен, у вас будет свой адрес. Вот, и тут тоже в Google AdSense, и откуда, вот видите, с Парижа, Франция. Пришло мне письмо, да.
Это как-то так. Франце, ля посте. Ля посте Франце. Париж. Париж Интер. Внутри письмо, ну, само письмо, внутри в нем ничего нет. Это просто вот такая вот сложенная листок. Вот такой вот лист, я так понял, А4, сложенный пополам и склеенный. Вот здесь вот по краям нанесен, видите, такой вот, как бы полоски есть для клея тут. Вот эту сторону я, правда, оторвал. Тут есть где оторвать. А вот здесь вот такие полоски пунктирчиком, вот видите, где клей наносится, оно такое липкое. Ну, сейчас уже не липкое, оно уже высохло, наверное. Вот, я его даже не разливал, я вот так вот просто расклеил, раскрыл. И вот что внутри тут. Вот, видите. Google AdSense и пин-код вот здесь вот. Вот такой вот он внутри. Что здесь написано? Ваш персональный идентификационный номер пин-код Google AdSense. Добро пожаловать в Google AdSense. Чтобы активировать платежи в своем аккаунте, выполните следующие действия. Ну и тут шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый. То есть тут просто надо зайти в свой AdSense. Вот, и вот этот вот пин-код, шестизначные цифры, вот эти вот ввести, там оно появится у вас окно такое, подтвердите свой адрес, вводите этот вот пин-код, я ее уже ввел вчера, у меня высветилось ваш адрес платежный подтвержден, поздравляем, все такое, пин-код правильный. И все, у меня сразу моментально зачислились деньги с аналитики YouTube, перешли уже в этот AdSense на баланс мой, то есть то, что будет мне уже выплачиваться за последний месяц. Ну, кому интересно, то это за апрель, конец апреля и за май у меня там набежало 17, почти без 2 центов, по-моему, $17. Вот. Так, мелочь, конечно, но приятно. Вот, тем более, что канал будет расти, доход будет увеличиваться, как бы. Вот тоже интересно так вот, когда что-то тебе еще и платят. Тем более, если YouTube эти деньги предлагает, то что бы их не взять? Я же говорю, все равно реклама будет показываться на вашем канале. Включите вы монетизацию, не включите. Вот, кто-то там говорит, для души мне канал. Не, ну, для души, ну, все равно реклама будет, и деньги вам не будут идти. Ну, смысл не включать монетизацию. Я в этом не вижу смысла. А какие-то там копейки, даже оплатить тот же самый интернет, телефон за месяц, я уже как бы и могу этим доходом. Хотя бы интернет и телефон оплатить там. Еще и на пиво останется. Ну, по-моему, это неплохо. Вот, осталось мне только сделать, там надо будет еще ввести после этого письма, после того, как вы подтвердите пин-кодом свой платежный адрес, там еще у вас окно выбор способ оплаты. Способ оплаты или способ перевода денег, как-то так она там, рамочка, окно называется. То есть выбрать надо будет, как вы хотите получать деньги, на банковую карточку или чеком. Ну, чеком не надо выбирать, я так понял, там смотрел видео, потому что чек у нас на Украине почему-то даже и не обналичивают. Ну, это и неудобно, этой почтой забирать чек. Короче, на карточку лучше открыть банковскую карточку, долларовую, в Приватбанке, и туда перечислять. Но я это еще этапы эти не прошел. Вот, кстати, кто прошел вот это уже все, то пишите, через какой банк вы получаете деньги с YouTube. Может, есть какой-то банк, например, Монобанк. Я там слышал, что там вроде проценты не берут за обналичивание, перевод этих денег, долларов с YouTube. Ну, я еще не знаю. Пишите, кто знает. Вот, как лучше, кто как выводит, кто этим уже занимается. Получал деньги, ну, чтобы меньше комиссии платить, или может вообще не надо платить. Вот, когда сделаю еще карточку и получу первый перевод, уже еще одно видео сделаю, как у меня это получилось, уже после вот первого перевода вам тоже расскажу, как это у меня получилось, на какую карту были какие-то проблемы, тоже, думаю, будет интересно. Ну все, если что-то непонятно, спрашивайте, пишите, все комментарии приветствуются. Всем пока, до следующих видео.